Привет, друзья! Сегодня в Германии неожиданные новости, почему депутаты Бундестага массово жалуются на стресс и подумают о том, чтобы покинуть парламент раньше срока. Кто и зачем предлагает вернуть лимит социальных взносов до 40%. А еще министр обороны Борис Писториус усиливает участие Германии в миссиях НАТО, а Люксембург открыто бросает вызов Берлину, требуя вернуть свободу передвижения внутри Европейского Союза. Между тем, на энергетическом рынке резкий разворот, рекордный импорт сжиженного газа меняет баланс в Европе, а новая реформа Бюргергельд обещает серьезную перемену в системе соцвыплат. И это только часть повестки. Впереди французский премьер Себастьян Лекарню, который неожиданно приостанавливает пенсионную реформу президента Макрона, который его и назначил. Все самое важное прямо сейчас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить главные новости последнего часа Германии и Европы. Итак, в Германии разгорается неожиданная дискуссия. Депутаты Бундестага жалуются на стресс. Все больше парламентариев заявляют, что работа стала слишком тяжелой, слишком напряженной и едва ли не опасной для здоровья. Политики признаются, сессии затягивают до ночи, давление избирателей растет, а волна критики в интернете делает службу публичным кошмаром. Некоторые депутаты даже говорят, что в такой атмосфере больше невозможно работать. По данным немецких средств массовой информации, за последние годы увеличилось число тех, кто преждевременно покидает парламент, не дожидаясь конца своего срока. Среди причин называют выгорание, угрозы и постоянные конфликты с общественностью. Эксперты замечают, что этот кризис доверия опасен, ведь парламент должен отражать голос народа, а не быть местом, где депутаты не выдерживают давления. В Берлине уже заговорили о реформе условий труда народных избранников, чтобы политика снова стала привлекательной профессией, а не источником стресса. А дальше еще интереснее. Гитта Конеман – это депутат от Христианско-демократического союза ХДС и председатель Союза малого и среднего бизнеса, предложила ввести потолок под социальных взносов на уровне 40% от дохода. Ранее такой лимит существовал, и, по мнению Конеман, его восстановление снизит финансовую нагрузку на работников и компаний, стимулируя экономический рост. Сегодня уровень социальных взносов в Германии превышает 42%, что, по словам парламентария, создает серьезное препятствие для развития малого и среднего бизнеса. Конеман считает, что снижение взносов позволит компаниям направлять больше средств на инвестиции зарплаты, а работникам сохранить больше чистого дохода. Одновременно она предлагает смягчить некоторые правила, связанные с рабочим временем и бюрократией, чтобы облегчить деятельность предприятий. Однако профсоюзы уже выразили свою обеспокоенность, они считают, что снижение социальных взносов может уменьшить социальную защиту работников и создать риски для стабильности всей системы. Политическая дискуссия по инициативе Конеман уже началась, и эксперты предупреждают, что ее реализация потребует взвешенного подхода, чтобы сохранить баланс между экономическим ростом и социальной безопасностью. И это только начало. Германия направляет свои самолеты Еврофайтер на польскую авиабазу в Мальборге для участия в совместной оборонной миссии. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, решение принято для усиления воздушной обороны восточных флангов НАТО. Поводом для такого шага стали инциденты с пролетами беспилотников вблизи польского воздушного пространства, что и привлекло внимание командования Альянса. В ответ Германия уже увеличила число своих самолетов на базе Росток-Лаге с 2 до 4. Теперь Берлин расширяет участие в операции «Восточный страж», направляет дополнительные силы для совместных патрулей на территории Польши. Писториус заявил, что Германия будет еще активнее и заметнее участвовать в совместных миссиях НАТО, чтобы подтвердить союзническую надежность и практическую поддержку своих партнеров. Эксперты отмечают, этот шаг – часть стратегии Германии по укреплению коллективной безопасности в Европе и сигнал о том, что Берлин готов брать на себя больше ответственности внутри Альянса. Тем временем разворачивается новая интрига. Среди стран Европейского Союза назревает напряженный спор. Люксембург требует, чтобы внутренние границы вернулись к нормальному режиму, чтобы контролировать можно было лишь в исключительных случаях, а не постоянно. Министр внутренних дел Люксембурга Леон Голден заявил, что продление пограничных проверок между странами Шенгенской зоны нарушает дух соглашения о свободном движении. Контроля не должно быть по умолчанию. Он сказал, цитата, «Германия уже с мая усилила проверки своих границ, в том числе и с Люксембургом. Другие страны Европейского Союза также частично вернулись к контролем на своих внутренних границах из-за миграционного вызова. Люксембург требует стратегию выхода, постепенный отказ от постоянных проверок на внутренних границах. По мнению Голдена, такие меры должны быть временными, чрезвычайными и ограниченными, а не в постоянном режиме.
Европейский Союз уже начал работу над отчетом, который должен вскоре оценить законность пограничных мер отдельных стран. Люксембург ожидает, что в неблагоприятных случаях будут вынесены решения о прекращении или корректировке таких проверок. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Министр обороны Борис Писториус ответил на обвинения своих политических оппонентов, особенно от Норберта Рётгена, что законопроект о службе в армии привел к хаосу. Рётен, депутат от Христианско-демократического союза ХДС, заявил, что Борис Писториус подрывает соглашение внутри коалиции и топчет закон своим поведением. По словам Рётгена, еще до того, как законопроект был представлен в Бундестаг, уже вносились изменения, которые могли нарушить структуру документа. Писториус отверг эти обвинения. Цитата: «Я не торпедирую законопроект и не веду себя деструктивно», — сказал он. Он подчеркнул, что его критика относится не к сути закона, а к попыткам внести важные изменения уже на стадии предварительных переговоров. Министр объяснил, его возражения касаются ключевых пунктов проекта, в частности, идеи обязательного распределения молодых мужчин на призыв, медицинские осмотры, которые он считает преждевременно и юридически неотработанной. Он также отметил, что существует и риск потерь времени, если все юноши из выборочной какой-то группы должны будут снова после жеребьевки активно убеждаться в пригодности к службе. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. Импорт сжиженного газа ЛНГ через терминалы на побережье Германии стремительно вырос, и это меняет энергетическую картину страны. Весной в Вильгельмсхафене заработал второй плавучий ЛНГ-терминал, и уже в третьем квартале 2025 года Германия приняла через такие терминалы около 35 тераватт-часов газа. Это рекордный показатель с момента открытия первого терминала. Это почти половина от всего импорта ЛНГ за первые 9 месяцев года, который составил около 74 тераватт-часов. Если раньше доля газа, поступающего по морю, была около 8% всех импортных поставок, то к третьему кварталу она выросла до 13,25%. Причины роста просты. Строительство новых терминалов и роль Германии как главного транзитного узла для поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы. Например, транспортные договора на поставки газа через территорию Германии в такие страны, как Австрия, Чехия, Швейцария и другие были продлены или активированы. Для потребителей это означает, что Германия становится менее зависимой от трубных поставок и получает гибкость. В случае перебоев с доставками по трубам можно переключиться на ЛНГ. Но это не без издержек. Морской транспорт газа дороже и цены могут возрасти. Немецкие власти видят в ЛНГ-терминалом ключ к будущей энергетической независимости и стабильности. Вперед, под воду и в терминалы – такова новая энергетическая миссия страны. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Немецкий министр труда Бирпель Бас намеренно решительно пресечь схему злоупотреблений с пособием Бюргергельд. Вместо того, чтобы выплачивать огромные суммы за жилье, которыми фактически управляют криминальные группы, она предлагает ограничить стоимость жилья по квадратному метру. Сейчас мошеннические схемы выглядят так. Группы скупают дешевые квартиры, заселяют на множество получателей пособий, а затем требуют, чтобы государство оплачивало завышенные тарифы аренды. Бас хочет, чтобы законопроект о реформе Бюргергельд включал правила о лимите стоимости жилья за квадратный метр, то есть такой квадратный потолок. Это должно остановить злоупотребление и защитить бюджет от чрезмерных расходов. По ее словам, цель – ограничить затраты на жилье и противостоять эксплуатации за счет беднейших. Законопроект будет внесен уже в ближайшие недели. Критики, особенно среди правых и некоторых работодателей, предупреждают, такой потолок может ударить по рынку аренды, уменьшив доступность жилья для нуждающихся. Но для многих это сигнал. Власти готовы бороться не с получателями пособий, а с настоящими мошенниками. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню принимает резкий шаг. Он приостанавливает реформу пенсий, которую проводил президент страны. Реформа предусматривала увеличение пенсионного возраста до 64 лет, но под давлением критики Лекарню объявил, до января 2028 года этот пункт будет временно заморожен. Он объяснил депутатам Национального собрания, цитата, «Эта пауза нужна, чтобы восстановить доверие и создать пространство для новых решений». Социалисты восприняли решение как свою победу. Глава их фракции Борис Валло назвал это шагом в правильную сторону. Он заявил, что пока его партия не будет поддерживать предложение о смещении правительства,
Ранее пенсионная реформа уже вызвала волны протестов, ее называли законодательным прорывом президента Макрона, проведенным без голосования в парламенте. Теперь Лекарню хочет включить другие партии в обсуждение и отойти от конфронтации. Аналитики отмечают, что Лекарню пытается выйти из кризиса, его план не победа, а просто компромисс. Но ставка очень высока, если не удастся удержать коалицию, правительство может потерпеть неудачу на предстоящем голосовании о доверии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.